Вы, возможно, видели такие приколы, где на старых дисководах люди воспроизводят музыку. У меня, конечно, нет старых дисководов, но у меня есть лазерный гравер, а на нем настоящие шаговые двигатели. Вот я на нем и попытаюсь что-нибудь изобразить. Нашел в интернете частоты, какие соответствуют нотам, скопировал в таблицу, взял 3 октавы, пока хватит для экспериментов. Здесь где-то есть знаменитые 440 Гц. Я рассчитал, с какой скоростью должен двигаться привод, чтобы шаговый двигатель издавал конкретную ноту. Вот это число – это количество колебаний в минуту, а здесь оно разделено на число шагов на миллиметр. Это число я взял из настроек моего лазерного гравера. И еще я рассчитал, какое расстояние должна проехать ось, чтобы заданная нота звучала 1 секунду. Для этого разделил частоту на число шагов на миллиметр. Таким образом, высота ноты будет задана скоростью перемещения, а длительность – длиной перемещения. Теперь перейдем к длительностям. Вот в этой части таблицы у меня расчет. Здесь длительность условно выражена цифрой. Типа 1 – это целая нота, 4 – это четверть, 5 – четверть с точкой и так далее. Для четверти рассчитана ее длительность в секундах. 60 я разделил на количество ударов в минуту. А от четверти пропорционально высчитаны другие длительности. Даже если в нотах указано легато, ноты все равно должны разделяться друг от друга небольшой паузой. Вот я условно принял 10% от длительности четверти. От каждой ноты будет отниматься соответствующая величина. Ниже у меня сделан блок для ввода нот. Вводить нужно в буквенном обозначении, в столбик, нота и рядом длительность. Вот так вот. Возьмем для примера вот это выдающееся музыкальное произведение. Здесь первые 2 такта – это вступление. Очень важно в содержательном плане, но нам сейчас для технических целей не нужно. Вот здесь начинается основная тема. Этот такт то же самое, только с двуголосием. И вот этот такт, видно, явно отличается. Возьмем и его. Остальные восполним копированием. Вот последовательно запишем. Ля, длительность четверть. Ля, длительность восьмушка с точкой, что я обозначил 9. И так далее. Тут будет формироваться G-код. Сама нота и короткая пауза в конце. Вот эта страшная формула, она просто выбирает из большой таблицы значение длительности, домножает на расчетную длительность ноты и подставляет к букве соответствующей оси. У меня это ось Y. И к букве F подставляется найденное значение скорости. Аналогично для паузы берется значение из таблицы длительностей, умноженное на процент. И вот, готов сырой G-код. Его отсюда можно скопировать и вставить в текстовый редактор. Тут нужно с помощью автозамены заменить все запятые на точки. Также перемещение и паузы нужно разнести на разные строки. Я это сделал вручную, пока не придумал, как автоматизировать. Чуток причесать, чтобы красиво было, и можно нести на станок. Итак, пробуем, что получилось. Лазер отключен. Запускаю. Но это хит. Других вариантов просто нет.